Good morning! Today we have 3 brides and here will be our first bride. Из этого видео вы узнаете, как проходит наш типичный день в Нью-Йорке вместе с Сенадой. Напоминаю вам, что она является селебрити-стилистом по прическам в Нью-Йорке. Она собирает только невест. И сегодня наш день начинается с парка Шато. Встретили селебрити-визажиста Лорен Дамейла. Она подруга Сенады. Будем собирать невесту все вместе. Вчера я оставила окошко в Инстаграм, чтобы вы могли задать свои вопросы. И как вы думаете, самый популярный вопрос, конечно же, про стоимость. Вы спрашиваете, сколько стоит полный образ? Скажу так, средняя стоимость свадебной прически $700 до $1000, в зависимости от места сборов, а также от сложности самой прически. И, конечно, макияж примерно в таком же диапазоне. Это для невесты. Для подружек невесты примерно 150-200. Обычно сборы проходят все в одном месте. Подружки, невесты, сестры, мама, все собираются в зале. Кстати, скажу вам по секрету, аренда этой комнаты для сборов $500 в час в парке Шато. Собирают в 4 руки, стилист делает прическу, а визажист наносит макияж. Здесь также предоставляют еду, то есть каждый может подойти и взять себе что-то на перекус. Здорово, что это так, потому что за день у нас бывает 3 невесты, а может быть даже и больше. Но сейчас Сенада говорит, это slow. Не так много невест собирается в зимнее время. В летнее время у нее бывает 7 невест в день, представляете? Большинство невест любят фату и большие аксессуары, короны, например, как это. Но не все. Все-таки здесь потихонечку тоже переходят на минимализм. Маленькие пучки, либо даже хвост с волнами. Конечно, финишная фиксация лаком, чтобы прическа долго держалась. Кофе с собой. Кстати, Нью-Йорк научил меня брать напитки с собой. В России я никогда так не делала, но здесь у тебя просто нет времени на перекусы, и поэтому ты все делаешь на ходу. Теперь мы едем на второе место. На образ для невесты закладывается 2 часа, но, конечно же, нужно учитывать еще и дорогу. Иногда она занимает 30 минут, но есть и отдаленные города, такие как Лонг-Айленд. Туда дорога очень длинная и в пробке может занимать 3 часа. Это просто кошмар. Сейчас вы увидите моменты. Сенада объясняет, как важно оформлять перед правильно. Yes. You cannot go give her the length. You give her width. So you make her fuller here, like kind of, so you go around it's a swoop her. Instead of bringing her up so like you're this. Make her more round. Yeah. That's how you do. Like for example, somebody has round face. Yeah, you can go like Higher. Nice and big and full. That's what I like. We all have different faces. Sometimes people have difficult ears too. I forgot to show you guys. I showed you today gluing the ears. На соседнем кресле ученица Сенады. Она проходила ее мастер-класс, и здесь действует такая практика, что после мастер-класса она просто спрашивает, кто бы хотел провести с ней день, поработать, помочь, посмотреть, потому что это огромный плюс, когда ученик смотрит, как работает мастер в реальных условиях с реальной невестой, то есть без репетиций. Все прям как в жизни.
И, конечно же, некоторые соглашаются, большинство из них соглашаются, и она уже дает определенные даты, когда можно прилететь, и следовать ей. По-английски это называется shadow, то есть как тень. Например, сегодня с нами Лиз, это ученица Синады с мастер-класса. Она прилетела из Орландо на 2 дня. И все это время она будет с нами, помогать Синаде, ассистировать, смотреть, как она работает с клиентами, как общается, как делает прически, готовит волосы. В общем, очень много полезной информации она для себя узнает. Иногда она сразу фиксирует фату, но чаще всего приходит фотограф, и они делают фотосъемку в халате с невестой. И уже потом либо мама, либо ассистент Синады, девушка, которая остается собирать маму, например, подруг, она может зафиксировать фату для невесты. И Синада потом просто позвонит по фейстайму и проверит, как все, хорошо ли все сидит, как прическа, как вообще выглядит невеста при полном образе, чтобы быть спокойной и со счастливой душой отправляться домой. Обратите внимание, используется палетка для того, чтобы сделать линию роста волос гладкой, четкой, потому что у всех есть какие-то пробелы, у кого-то больше, у кого-то меньше, залысины, можно даже сказать. Вот. И чтобы перекрыть их, можно использовать либо палетку теней, либо специальные спреи, порошки цветные под определенный цвет волос. Закончили сборы второй невесты, отправляемся к третьей. Okay, we are going to the third bride. Third place. Самое утомительное – это дорога. Хорошо, когда ты работаешь где-то в одном месте, и все невесты приходят к тебе, как у нас принято в России, в салон. Но здесь все-таки ценится больше, что ты можешь остаться с родными в кругу семьи и близких. Все-таки для невесты это более комфортно. Поэтому стилисты вынуждены кататься с одного места на другое. И в дороге Синада проверяет своих невест по FaceTime. If I was you, I would stay with a robe all day. Yeah. Oh my god. Beautiful. Доехали к третьему дому. Здесь уже сборы на дому, не в отеле. Голливудская волна. Самая популярная прическа. И Синада сделала ее такой. Она начала ее задолго до того, как это стало трендом. Конечно, время идет, годы летят, и она ее модифицирует. Сборы третьей невесты подошли к концу, и обратите внимание, как быстро меняется небо. Прям темнеет на глазах. За 20 минут просто черная ночь. В одну неделю летом у Синады было 27 невест. Представляете, каково это? Ездить с одного места на другое. Здесь невесты каждый день, потому что много разных национальностей. И еще причина в том, что с прошлого года многие свадьбы перенеслись на этот год, многие места уже арендованы, и поэтому люди делают свадьбы не только в выходные, но и в будние дни. Обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий, потому что ваше мнение очень важно для меня. Вы помогаете мне понять, какие видео стоит выпускать, а какие нет. Например, что бы вы хотели, больше таких видеовлогов, где я рассказываю, как здесь все проходит, либо просто продолжать делать видеоуроки причесок для вас. С нетерпением жду обратную связь.